Добрый день, дорогие друзья! Проблема повышенного давления в наши дни становится все более актуальной. Ведь такому недугу стали подвергаться не только люди в возрасте, но и молодое поколение и даже подростки. Но эта проблема может привести к более серьезным последствиям, таким как инсульт или инфаркт. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, по каким причинам давление повышается и какими методами можно самостоятельно противостоять этой проблеме. Первой и, наверное, одной из самых распространенных причин повышения артериального давления будет избыточный вес. Конечно, лишние килограммы в наше время тоже одна из очень распространенных проблем. Но между двумя этими заболеваниями существует прямая связь. Каждый раз, когда вы приобретаете новый килограмм, он становится частью вашего организма и, соответственно, требует кровоснабжения, как и все тело. Для этого сердце все с большими усилиями вынуждено гонять кровь по организму, что приводит к повышению давления. Однако не только этот фактор повышает давление. В этом вопросе также играют огромную роль вредные привычки, хронические заболевания и генетическая предрасположенность. Последствиями таких сочетаний чаще всего становится инфаркт миокарда, ишемия сердца и почечная недостаточность. Для предотвращения таких страшных последствий следует взяться за свое тело. Сначала лучше всего начинать с диеты, а после первое в сочетании с физическими упражнениями даст хорошие результаты. Второй и не менее распространенной причиной становится малоактивный образ жизни. Конечно, если вы мало двигаетесь из-за избыточного веса, то вам стоит еще раз внимательно прослушать пункт номер 1. Но, к сожалению, не только полные люди ведут сидячий образ жизни. У многих из нас есть определенные причины для ведения малоподвижного образа. У кого-то работа за компьютером, учеба, а у кого-то и просто лень. Каждому, кто немного знаком с физиологией, должно быть понятно, почему это провоцирует повышение давления. Дело в том, что не двигаясь, мы затрудняем движение крови по организму. Или, иначе говоря, кровь просто начинает застаиваться. В данном случае назначить лечение таблетками будет бесполезно. Самым лучшим вариантом будет просто чаще выходить на прогулку. Также хорошей профилактикой станут занятия спортом. 30 минут в день или полчаса прогулки приведут ваше давление в норму. Неправильное питание также очень часто становится причиной повышения артериального давления. При подобной проблеме очень важно соблюдать определенную диету, так как те или иные продукты могут резко ухудшить ваше состояние. Во-первых, необходимо ограничить употребление соли, желательно свести к минимуму. Дело в том, что соль сужает сосуды, что приводит к повышению давления. Но полностью выводить из рациона соль не рекомендуется. Во-вторых, продукты животного происхождения следует резко ограничить, так как эти продукты вызывают повышение холестерина. Кофеин, никотин и алкоголь специалисты настоятельно рекомендуют исключить. Эти вещества возбуждают организм, из-за чего сердце активнее качает кровь и, соответственно, давление повышается. Также очень важно соблюдать питьевой режим. Достаточное количество жидкости разжижает кровь. Возможно, вы удивитесь, но неправильное дыхание также может стать причиной повышенного давления. Дышите глубже. Исследования доказывают, что правильное глубокое дыхание – один из самых эффективных способов быстро снизить артериальное давление. Самый простой вариант – вдох и выдох, считая про себя до 5. При этом помните, что правильно дышать животом, задействуя диафрагму. Отследить это просто, ваши плечи не должны подниматься на вдохе. Для усиления эффекта примите удобную позу и закройте глаза. С помощью этого снизится уровень стресса, который влияет на ваше состояние. Горячая ванна даст вам облегчение, если давление подскочило. Но очень важно, что нужно не целиком принять ванну, так как это только усугубит ваше состояние. Держать в горячей воде следует только руки или ноги. Для этого в тазик нужно набрать воды с примерно температурой в 45 градусов. Погрузите в таз руки или ноги, для большей эффективности можно взять 2 тазика и поместить все конечности одновременно. Интересно, как этот метод может помочь? Все просто. Когда вы опускаете руки или ноги в горячую воду, то сосуды в этих местах расширяются и кровь отливает от головы. За счет этого повышенное давление приходит в норму. Также этот метод можно взять на вооружение при сильных головных болях. Также при повышенном давлении нам поможет чай, но не все виды чая помогут облегчить симптомы болезни.
Чай каркаде обладает такими свойствами, но очень важно помнить, что только холодный каркаде облегчит ваши страдания. В горячем виде этот напиток даст ровно обратный эффект, что может привести к самым печальным последствиям. Но если кисловатый красный напиток совсем не по вашему вкусу, также может помочь чай с люцерной. Люцерна – это растение, которое уже долгое время используется для улучшения обмена веществ. Многие напитки с кисловатым вкусом обладают свойствами расширения сосудов, что помогает снизить давление в кратчайшие сроки. Широко известен такой метод, как компресс с яблочным уксусом. В народной медицине его прикладывают к самым различным частям тела, в зависимости от участка поражения. Для снижения артериального давления такой компресс нужно прикладывать к ступням. Достаточно просто смочить кусочек марли в яблочном уксусе и приложить к ступням обеих ног на 10 или 15 минут. Принцип действия такой же, как и в ванночке для рук и ног. Кровь станет активнее приливать к ногам, что поможет снизить общую нагрузку на кровеносную систему. Такой способ можно смело брать на вооружение. Также, если вы страдаете от повышенного давления, следует заранее запастись горчичниками. Они продаются в любой аптеке и очень удобны в использовании. Такой способ люди стали применять относительно недавно. Горчичники нужно наложить на икры ног, но при таком способе очень важно не переусердствовать, потому что есть риск получить ожог. Поэтому стоит внимательно следить за своими ощущениями. Не нужно терпеть до победного. Горчичники являются хорошим отвлекающим средством, так как они довольно быстро расширяют сосуды, что приводит давление в норму. Этот способ может также помочь облегчить головные боли. Также, если вдруг вы не сразу ощущаете, что давление повысилось, есть признаки этого явления. Головная боль в височных областях, отечность лица или конечностей и головокружение являются основными признаками повышенного артериального давления. Если наблюдаете за собой что-либо из вышеперечисленного, стоит обратиться к одному из 8 способов снятия давления, о которых мы сегодня вам рассказали. Также стоит помнить, что когда давление поднимается до критических единиц, первая помощь должна быть оказана до приезда врача. Если испробованный метод не дает облегчения, лучше сразу обратиться к специалисту. В противном случае вы можете ненароком навредить своему организму. А повышенное давление – это очень опасная вещь, которая может в любой момент перерасти в инфаркт или инсульт. А на сегодня мы заканчиваем наш выпуск. Мы очень рады тем, кто досмотрел наш ролик до конца. Огромного вам здоровья, подписывайтесь на наш канал, рекомендуйте нас вашим друзьям. Всем до новых встреч!